Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно для тебя чая, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Обан, звездные гонки. У нас на экране ап полетит, летающий зубролет. Будем смотреть новые гонки, шансов на поражение нет, что-то у нас ждет, наверное, интересное в этой серии, потому что в прошлой вроде бы гонок никаких не было, если я не забыл, давно не смотрел. По-моему, были, нет? Там чужая гонка была, там показывали генерала и этого, и деда. Да. Да, они психанули там вдвоем. Ну, нормально. Я рад был помочь Дону Уэйви некоторое время. А ты не в наушнике еще, что ли? Нет. Ань, ну ты как вообще готовишься к своим этим обязанностям? А я думаю, что-то не хватает. Чего? Наушника? Включила, у меня звука нет. Блин, прикинь, мы смотрим, короче, с тобой реакцию, я в наушниках, а ты без. Я как бы все понимаю, а ты пытаешься догадаться. Блин, мне кажется, это интересно было бы. Да. Только надо такое, чтобы не знал ты о чем. Нет, знаешь, что надо наоборот, чтобы я смотрела фильм до этого, а ты смотрел новое. Ты смотрел в наушники, а я смотрела без. И я говорила тебе фразы всякие и угадывала. Ну, как вариант. Кстати, интересный экспириенс, можно как-нибудь попробовать будет. Ржёмся, наверное. Зато прикинь, какая реакция длинная выйдет с такими попытками угадать, что происходит. Будем смотреть очень страшное кино. Ну, там чтобы я все фразы знала. Ну, там мы оба как бы угадали, так нечестно, так неинтересно. Точнее, мы оба смотрели, так будет неинтересно. Надо, чтобы кто-то одно не смотрел, чтобы как бы неожиданность была. Провал команды Земли. Все, команда Земли у нас. Не может предусмотреть всего. Хватит мучить себя. Вряд ли это понравилось бы твоей матери. Оказалось, что Молли забытая дочь Дона Уэя, Ева, хотя она держала это в тайне. Надеюсь, ты найдешь силы справиться со своей болью, мышонок. Большие гонки могут поставить перед нами задачи, о которых мы и не догадывались. SAF, The World Productions, Jetix Europe совместно с Hell Filmmaker, Bandai Visual, France 3 представляют. Ностальгия пошла еще раз. Уже полсезона прошло. Обан, звездные гонки. Это, кстати, это серединная серия. Продюсер Севен Гитман Эйфель. Сейчас мне вообще песню заходит, конечно. Изменилось же, ну правильно, они переписали специально под твои вкусы. Я же не понимаю, всего лишь 50% посмотрено, а уже из участников 5 человек осталось. 4. Все 150 гонщиков выбыло, осталось 5. Остальное будет вот эта драма с ее отцом, скорее всего. Севен Гитман Эйфель. Мы на Обан уже полетим, нет, хочу на Обан. Вперед! Make way. Make up. Давай, Рик. Команда уже там. Эй, что это? Он забыл! Он забыл! Ого! Добавь пару заклепок вон на тот закрылок. Здесь порядок. Проверь с той стороны. Так прикольно, что они прям не только им детали дали, так они еще здесь, смотри, помогают им это инженерить, мастерить. Ну прикольно, круто. Это как дешевая рабочая сила. Бесплатно. Апгрейднутый Вы не ремонтируете великолепную Эрроу, а строите новую. Мы разработали эти модификации, когда еще работали у Мигеля. А потом забыли о них. Если бы мы знали, что скрабы такие механики, мы бы уже все сделали.
Заканчивайте быстрее. Через несколько часов гонка. Это последний шанс попасть на Обан. А? О, дед! Эй, Стэн, ты не забыл проверить систему внутреннего охлаждения? Интересно, если дед является... Гонщиком. Да, если дед является их сопроводителем на этой планете, то, ну, по идее, сопроводителями являются местные народы, и он должен как бы относиться к местному народу. Но у местного народа и так были свои гонщики, а несколько гонщиков от одного народа, судя по всему, нельзя предоставлять. Должна быть одна. Почему он тогда тоже гонщик? Это, Может, короче, он, странно. может, он любитель. Любите. Или он просто в другом воплощении своем. Привет всем. Как тут у вас весело? Ты хочешь что-то сказать мне? Что-то сказать? Да, конечно. Вот, глупый. Судьи закончили жеребьевку на последнюю гонку. Жеребьевку? В плей-офф 6 команд уже один раз встретились друг с другом. В 6-й гонке противники выбираются наугад. Ясно. Все в этом документе. Имена соперников, правила в случае ничьей, график отправки на Обан. Это важно. А в случае поражения — возвращение на родную планету. У меня вопрос, а он ему документ дает на каком языке написанный? На английском, японском? Ну, там уж есть переводчики, я думаю. На русском. Он такой, типа, читай, но не важно, что ты ничего не поймешь. О! Трудный перевод, да? Аж вспотел. Сейчас что-то жесткое будет. Как, нравится? Прочнее? Быстрее? Надежнее? Великолепная. Ну, так-то выглядит прикольно. Так-то как будто ничего сильно не изменилось. Ну, вон, видишь, вентилятор появился какой-то. Ну, это чтобы жарко в кабине не было, она такая сидит, потеет, там ветер теперь будет. Там, это кабинка для этого... Стрелка? Стрелка. Не, реально, а что, ничего сильно не поменялось? Он как будто? будет стрелять через пропеллер вентилятора. Да нет, реально такой же корабль, нет? Ну, апгрейднутый. Ну, чуть-чуть, возможно, побольше выглядит, а так как будто такой же. Arrow 3. Arrow 3. Новый корабль для нового чемпиона. Большое спасибо, друзья. Отличная Мышка. работа. Без вас мы бы не справились. Блин, вот этот прикольный. Типа, знаете, он маньяк. Поедал тут, видимо. Каннибал. Да, да. Ну, сэр, каков вердикт? Все отлично. Я знаю имя нашего будущего соперника. Им будет полковник Торос. Он не проигрывает гонки. Никогда. Я знаю, последний раз он смял нас в лепешку. С тех пор вы добились огромных успехов. Да-да, вдохновляющая речь. Заполните баки и проведите проверку. Нас могут вызвать в любой момент. Да, сэр. Мы готовы. Ах, после тебя, напарница. Не, а что вы хотели с проигравшими играть? Странная какая-то реакция. Ну, с кем-нибудь другим. Наша задача — попасть в тройку сильнейших и отправиться на Обан. Надо победить Тороса любой ценой. Торос, не Торос. На сей раз почетный приз точно будет мой, а не Крогов. Финальный раунд! Ой, Мистер Раш, вы должны отдыхать. вы, конечно, правы, но мне хотелось подбодрить ребяток. Ребяток. Вызывается команда Видела, нет, у него 5 огоньков красных. 5. Ни одного поражения, ни одного. Он просто гений гонки. Ну как оно там? Управление туговато, но
Я привыкну. Ну как с ботинками разносятся. Против Тороса! Одно и то же, да? Полковник империи Крогов! Вильде Джи Уильям. Мама? Папа, наверное. А Вильям? Ой, какой прикольный она, Мистер кстати. Куда он побежал? Смотреть. Да! Это лучше, чем валяться в больнице! Блин, все, наверное, напряжены сейчас, потому что вроде многим нравятся земляне, и мало кому нравится Торос, а Торос никому не проигрывает. Так еще и местный народ, считай, тоже им помогал корабль делать. Мне кажется, сейчас все такие сидят просто. А если бы еще здесь ставки какие-нибудь принимались, блин, было А бы, прикинь, конечно. какое у них напряжение, как у ответственных за победу. Ну да. Единственное, то есть, небось, не волнуется, это Дон Уэй. Который такой: сжатая жопа. Давай, Молли! Молли! Эй, что делаешь? Ты Молли, поддаешься? в чем дело? Это новый корабль. Мне надо Она, короче, подошла до начала игр к Торосу, говорит: Торос, давай так, я, короче, проигрываю гонку, а ты оставляешь меня в живых. И он такой: да, конечно, и все, и она такая, типа, я не умею управлять. Прикидывается. Да, или знаете, или она такая: есть букмекерская контора здесь, там, короче, 100 к 1, что земляне выигрывают, она идет, специально ставит, что они проиграют, и проигрывает. Я, кстати, недавно видел такого чувака, прикинь. Так же нельзя делать, если ты, типа, в чем-то участвуешь, нельзя ставить. Я видел в Counter-Strike недавно, короче, ставка была 1 к 500, что ли, или что-то такое, или к 5000, что какой-то, что в матче будет куплен пулемет. И игрок команды сделал ставку и купил во время матча пулемет, и он, короче, большие деньги на этом поднял. Нормально. И по идее так нельзя, но почему-то его, короче, не оштрафовали. Хотя обычно, ну, жестко штрафуют. Вот в Доте, я помню, жестко штрафовали за такое. приноровиться. Давай, Ева, пора. Ты должна. У тебя нет выбора. У тебя нет выбора, вот именно. Ты либо выбываешь, либо нам сезон надо продолжать. Молодчина. Ну, что ты можешь? А стрелять в него никто не хочет? Ну и давайте нормально, ну чё вы, блин, поддаетесь? Прочь с дороги, Крок! Поддай ему, Джордан! Он это заслужил! Главный болельщик просто. О, кажется, у меня опять дежавю. Ну в этот раз он так Нам не нужна удивит. скорость, Молли! Похоже, гонка затянулась. Пора включать свои лезвия. Смотри, увернется сейчас в последний момент. Молли! Наверх давай. Поцарапал обшивку новую, только корабль собрали. Я уже ученая, Торос. Больше меня не проведешь. Стэн, а гиперпривод подключен? Я понял. Все команды прежние. Так им сейчас надо его обогнать еще, он уже улетел далеко, наверное, на своих. Ну вот, О, поэтому они турбо какой-то включили. смотри, какое прикольное. Вот такого не было. Вообще жестко выглядит. О, очень красиво, да? Как вы достигли такой скорости? Очень просто. Мы смонтировали турбины группами. Это моя идея.
Их мощность удвоилась. Моя идея. Уровень Твоя, топлива. да. Не бойся, хватит надолго. Мы увеличили емкость бака. Ну все, Торос, пока. Опа, обиделся сразу, смотри, еще газу Как поддал. это могло произойти? Можно разогнать ее еще больше? Отвечайте, да или нет? Стэн, что думаешь? Исключено полностью. Корпус может развалиться пополам. Сейчас он такой, делайте! Чтоб потом опять чинить. Нет, Какая у них зарплата? Я надеюсь, им нормально оплачивают, то что они каждый раз его чинят. у них какие-то Просто- проблемы. Они такие, блин, корабль пополам, это мы берем. Да-да-да. Из атомов каждый раз собирают потом. Я думаю, их зарплата на текущей планете примерно еда. Я бы так не работала. Торос удирает! Давай, Не погнали. было испытаний. Я не уверен. Не надо. Стэн, давай. У нас нет выбора. Но, Дон, Нет, вы посмотрите, какой он паскуда, да? Говорит, в прошлой серии, я напоминаю, говорит: Молли, у меня, конечно, есть дочка, но я всю ответственность на тебя спихнул. Вот, такой я плохой, я не должен на тебя так это все срываться, бла-бла-бла. Сейчас такой, едем, плевать вообще, девочка, не девочка, пополам. Умрёшь ты там, Умри, да понимаешь? вообще, да, тут как бы победа-то мне важнее. Беру ответственность на себя. А, Я видишь, сам делаю на это себя. под нажимом. Работают бустерные приводы. Погнали. Она сейчас, короче, сверхзвуковую скорость словит и окажется в будущем или в прошлом. Я вам отвечаю. И будет это уже машина времени. Да. Мультик про Флэша. Корпус в порядке. Фиганая ломит просто. Она там в поворот на обычной скорости не вписалась. Что он сказал? Проиграл? Да, это ты проиграл. Вперед, Молли! Давай! Ты победишь, и мы опять на высоте! Такие смешные. Тебе нельзя радоваться, что радуешься? Ну, дед смотрит. А зачем ты выключаешь? До конца надо до Талова лететь, нет? Ну, вдруг развалится. Так а вдруг он сейчас их обгонит и опять порежет? Или у них финиш уже? Вон он уже вообще на пятки наступает. Сейчас стрелять будет. Ну, на повороте, конечно, выбрал стрелять. Так лучше на скорости гнать, нет? Чтобы оторваться. Че, рыбу какую-то достает, кто-то рыбачит там. Ты прикинь, сидит мужик с удочкой, короче, такой. Вот именно там гонки какие-то на огромных скоростях, блин, шумные. Достает рыбу и просто пролетает, и аж это, рыбу сносит. Так и было, по-моему. А рыбе каково? Ее мало того, что поймали, так еще и откинули. Сидит с огнетушителем. Ты, Джордан, вообще какой-то не очень полезный, если честно. Вот, смотри, сейчас проиграешь. Ничего страшного. Ну ничего страшного. То есть она такая вот, а у нее преимущество, она такая, не-не-не, надо все выключить. Дождать, когда нас обгонят, и опять повторно включить. Зачем же с преимуществом ты сразу до финиша доезжать? Кто так делает? Не, мы так делать не будем, да? Мы будем ползти до финиша потом. Я не понимаю этих Мы движений. выбираем ломать корабль. А мы выигрываем, нет? Молли, ты разобьешься в дребезги! Ты должна остановиться, Молли! Ни за что не остановлюсь. Знаю, Майя не одобрила бы. Мама, наверное. люди, можем погибнуть оба. Ну, ты, конечно, резвый. Молли, это Рик. Отключи бустерные приводы, это опасно.
Смотри, смотри, он сейчас раньше отключит приводы, чем она. И проиграет, смотри. Ну давай, отключай, ну ты боишься. Молли, отключай! Я ни за что не остановлюсь! Нет, Молли! Почему ворот-то закрыты? Не ждем вас на финише. Первая прилетела. Да. А он зассал и выключил свои турбины. Все, он говорит, сейчас разобьюсь. И все равно воткнулся. А зачем ты тогда выключаешь, если ты все равно втыкаешься? Это была профессиональная гонка. Смотри, даже не доползли. Нормально. Лайк ставь. За вождение. В пьяном виде. Она Фу, нет, не делай так. Даже я не осмелился бы на это. Так и она не ты. Она лучше. Победила команда Земли! О, мы сделали это! То есть они сделали это! Че, дед, грустишь? У Торреса 5 побед, и он отправляется на Обан. У команды Земли 3 победы, и она зависит от результатов гонки между принцем Айкой и Спиритом. Но люди победили лучшего гонщика! Неужели они не поедут на Обан? Если принц Айка выиграет, команда Земли попадает в финал. А ничья будет считаться победой Спирита, и команда Земли отправится домой. Чего? То есть результат их гонки сейчас ничего не решил? Ну, как бы решил, но вот столько. И то есть их отправка на Обан будет зависеть от принца Да. Айки? Там смотри, наверное, как, если... Это вообще нечестно. Смотри, наверное, и у принца, и у этого, наверное, типа, пусть будет по 3 балла. Или как? Нет, наверное. Ну, пусть будет... А как правильно? По 2, наверное. По 2, наверное, да. По 2, потому что сейчас Нет, они подожди. выиграют. По 3 М-м-м. Ну, шансы должны быть равны. Да, пока не, кстати, не очень понятно. А если у... Да нет, если 2 балла... Ну, смотри, у принца Айки 2 балла, например. Сейчас он выигрывает 3 балла, они равняются, и оба летят на Ну, Обан. так а если Спирит выигрывает, у Спирита 3 балла, и у этих 3 они тоже оба летят на оба. Но здесь как-то не так, значит, у Спирита Ну, другое количество а баллов. Возможно, у Спирита 3, а у Айка 2. Да. И так как Айка выигрывает Спирита, то он типа считается в преимуществе Да. и попадает. А если нет, то у Спирита 4, тогда Молли не попадает. Да. Как-то странно Вот все так, равно. наверное, и работает. Ну да, реально странно, что Странный твоя подсчёт, победа короче. зависит от победы, блин, других Ну, игроков. Так оно и работает. Кто больше баллов набрал, тот и выигрывает. Да это странно. Он смеется над нами. Но расчет баллов очень странный, если честно, что-то Спирит недогоняемо. уже победил нас. В случае ничьей у Спирита преимущество перед нами. Он будет победителем. Это четко прописано в правилах. Мы должны принять. Так и Айка победил вас, как бы. Давайте Вас соберем- вообще все подряд побеждают. Давайте соберем Айка нормальный корабль вместо жука уже в конце концов. Так, я Ёлки-палки. предлагаю жуку стероиды вкалывать знатно, прям, знаешь, чтобы у него ноги были огромные, чтобы он как здание был, как торпеда летела. Ноги базуки. Да, вот это, вот такие же надо, короче, чтобы жук летит. Чтоб ему даже лететь не Айка нужно было, чтобы он специально бежал. проиграет гонку в пользу этих крогов. Ты что, дурак? Всем известно, что нуразийцы у крогов в кармане. Ты опять за старое, Джордан. Хочешь Он верь, дурак. хочешь нет. Но я видел их вместе. На старт выходит Айка! Он какой-то Принц медленный, у тебя жук, конечно. Нуразийский! А были бы лапки-базуки. Да и вот. Молли, пожалуйста, не смотри на меня так. Мне еще тяжелее. Давай, мы в тебя верим. Мы Нет, вот... смотри. Вот Аня тебя, помнишь, презирала во второй серии, да, какой-то там третий? А в этой она за тебя болеет, чтобы мы прошли наконец. Вот
Я болею за жука, чтобы он выдержал это. Что я не умер, блин. Спирит, посол планеты! Надеюсь, ты сказал юному принцу, что делать. Выиграй. Несомненно. Принц делает так, как надо. Я рад слышать это. Кстати, интересная гонка намечается, потому что у принца, считай, жук органическое существо, а спирит сам по себе органическое существо. То есть живой против живого летят, прикинь. Таких не было еще. Я бы жука, конечно, не выбирала. Земля получит хороший урок. У тебя какие-то претензии к земле? Жукам у меня претензии. Вон, видишь? Ну, видишь, честный принц даже не собирается выигрывать у него. Неправда! Но розийцы честный народ. Он не предаст меня. Гдар, успокойся. Сегодня не будет победы. Стрелу давай, стрелу! Там жук просто ты, кстати, на турборежиме уже летит 10 минут. Ты, кстати, вот смотри, претензия к жуку, а это принц как бы такой останавливает жука, а жук говорит: давай, давай, я уже готов. То есть здесь сейчас косячит принц, а не жук. Жук-то молодец, пытается выиграть. Так что какие претензии к жуку? Жуку тут тащит пока что их двоих. Их двоих, его одного. И себя тоже такой этот туловище поднять, такое тельце огромное, толстое, тяжелое. У меня чувство, будто я предаю Жук, тебе надо, короче, взять, скинуть принца и лететь самому. Какие там эти ваши принцы? Вот скинь его и лети нормально. друзей и себя тоже. Так не должно быть. Ансакай, Гдар, Вакхар. Ну все, образумился, ладно. Пошла гонка. Что это? Предательство? Я не знаю. Ты молодец, Спирит, но сегодня я должен победить. Ансакар Нурама Сафар. Это как моль какая-то летает. Да, именно так. Принц Айка Подожди. А кто там это? У Спирита какие очки? Вон, у него 3 было очка. 3. У него уже 3. У него 3. Он проигрывает этому, а у нас тоже 3. И мы идем дальше. Странно. Не, тут, наверное, знаешь, как это типа финальный матч, это типа 6-я гонка, и она определяет, как бы, наверное, типа победителей, и так как принц выиграл его, он сразу выбывает автоматически, тут уже по баллам не имеет значения. Принц Айка А как все равно странно. победил! В финальной гонке на оба не вышли 3 команды. Кроги 5 побед. Ну, розийцы 4 победы. И команда Земли 3 победы. Ну, такие слабенькие, конечно. Ну, дед тебе люлей Поражение втащит. Крогов — серьезная ошибка. Этого вам не забудут. Полковник, стойте! А он неплохой парень. Кто знает, просто может, мы и инвалид какой-то. подружимся. Жуки так и ходят в обычной жизни. Рик, На чиль. я не чувствовал себя таким счастливым с тех пор, как ты впервые выиграл Гран-при. Помнишь? Можешь гордиться собой, Рик. Ты изменил эту девчонку, а я никак не мог. Когда такие пьедесталы показывают, сразу вспоминается мультфильм «Тачки». Да. Вот эта серия очень хороша. 2 гонки Рик, по цене можно одной. Рик, Он ушел? Я вам больше не нужен, сказал. Вы достигли все без меня.
не видели Рика? Я не могу найти его. Он ушел примерно полчаса назад. Он ушел с рюкзаком. О, спасибо. Рик! Рик, где ты? Отличная гонка! Ты так изменилась, Молли! Тебя просто не узнать. Я ищу Рика, не видел его? Рик? Да, видел. Он возвращается обратно на Землю. На землю? Вон он там. Рик! Все-таки люди такие очаровательные создания. Рик, стой! Мы такие. Рик, что ты делаешь? Мы собираемся на Обан. Не оставляй нас. Я обучил тебя всему, мышонок. Гонки уже не для меня. Но я... Корабль готов к отправке. Теперь мне надо строить новую жизнь. У тебя все хорошо. Ну, молодец. Выполнил свою миссию. Мне кажется, он мог остаться, он как член Он команды уже. Заслужил отпуск. Механики заслужили отпуск. Это тоже. Классно, прикольный корабль. Кого вначале показывали. Ну все равно. Надо повесить его. Прощай, Рик! И спасибо тебе за все. Ну, жалко как-то без Рика. А что, его больше не будет, да? Не знаю, посмотрим, может на финал будет. То есть ты думаешь, между Прощай, Чип. планетами летать это как на такси ездить 20 минут? Ну приедет уже, извините. По телеку посмотрим. Ну офигенная серия. Просто вообще лучшая, мне кажется. Да, и сюжет был, и трагедия была, и драма, и 2 гонки. Ну, 2 гонки, кстати, самые лучшие. Наконец, на Обан летим, наверное, на следующей неделе. В следующей серии уже увидим, как выглядит и что из себя представляет Обан. И вообще вот это все и так классно. Эти ваши звездные гонки, что представляют? Так вот, звездные гонки ты уже видела. Полсезона прошло, 3 участника. Что они там собираются еще полсезона делать? Еще... Ой, ну там, наверное, столько драмы еще впереди. Ты что? Так, мне это не нравится. Что, гонки меньше будет? Гонки Нет, меньше и не гонки надо. будут, и драма будет. Они, знаете, они сделают... Надо, чтобы каждый набрал 10 побед. Мгм. Точнее, кто первый набирает, тот выигрывает. Мгм. А если 3 на 10, то 30 гонок, соответственно, вот. Вот. Как-то так. Ладно, спасибо за просмотр. Мы узнали, что люди очаровательные. Это значит, что мы сидим очаровательные, ты сидишь очаровательный, все мы такие очаровательные. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бустер, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.